Всем привет! Сегодня я буду делать всеми горячо любимую торцевую разделочную доску. Для этого я приготовила 2 дубовые досочки, небольшой брусочек венги и березовая доска, от которой я отпилю небольшой кусочек. Основа доски у меня будет состоять из дуба, и венги и береза будут служить контрастными небольшими вставочками. Начну я с того, что отфугую доски и потом в рейсмусе выровняю их до толщины примерно 25 мм. Так как брусочек венги у меня самый ценный, порода древесины, я ориентируюсь именно на его толщину, и получился он примерно 30 мм. Поэтому все остальные доски я напилю именно в этот размер, чтобы сделать щит толщиной 30 мм. Итак, у меня готовы все брусочки. Как вы видите, береза и венги, они специально сделаны в 2 раза тоньше, так как они будут акцентными вставками. Как вы видите, я их разделила на 3 равные части, потому что это будет 3 разных щита, у которых будут акцентные части в разных местах вставлены. Сейчас у меня готовы 3 небольших щита, и исходя из их длины, я поделю их на 6 равных брусочков, каждую по 32 мм. Вообще торцевые доски лучше делать толщиной не меньше 30 мм, потому что при обработке в рейсмусовом станке их может сломать, если они будут тоньше. Сейчас я поделю их всех на 2 части и перемешаю так, чтобы получился разнообразный рисунок.
общем, при рейсмусовании получается так, что рейсмус скалывает край досочки. Чтобы этого избежать, нужно делать толщину доски потолще, тогда будет меньше сколов. Сейчас я сделаю финишную обработку в шлифовальном станке барабанного типа, а после этого обработаю края доски, отпилю то, что скололось, и выровняю этот край после склейки. В завершающем этапе я обработаю доски маслом. Масло специально для кухонной принадлежности. Вот такие вот получились торцевые разделочные доски в итоге. Это доска, которую я делала в 2 экземплярах из дуба с прожилками из венги и березы. С 2 сторон у нее пазы, чтобы было удобно брать доску. Также можно на ней резать с 2 сторон. Мне нравится на фактуре дуба, что у него на торцах такие красивые золотые прожилки получились. Но также я тренировалась на ясене со вставками из сапели и венги. Тоже получились красивые. Всем пока!